Глава 1331. Гигантский зверь и эксцентрик. Бурлящее болото было достойно своей зловещей репутации. По какой-то неизвестной причине, когда они вошли в болото, духовное чутье Ханьли перестало высвобождаться более чем на 300 метров. Мало что можно было сделать, чтобы защитить себя от призрачного тумана. Но самым неприятным были странные кольчатые черви, скрывающиеся в иле. Тело и конечности этих червей напоминали сороконожку, но все их тело было покрыто бесчисленным количеством острых ртов, через которые они выплевывали яд, способный разъедать магические сокровища и поглощать защитный свет культиватора. Будь их один или два, они бы даже не стоили внимания культиваторов, но этот тип червей передвигался в группах. Как только группа Ханьли вошла в болотный туман, перед ними одновременно появлялись десятки червей, каждый из которых был длиной около 3 метров и мог летать. Естественно, во время каждого их появления отряд пытался дать отпор. Если бы им не было приказано патрулировать болото, они бы просто пролетели над ним, и им не пришлось иметь дело с кольчатыми червями. Как патрульный отряд, они должны были исследовать следы иностранных кланов, что было бы невозможно сделать, если бы они летели высоко в воздухе. Они могли летать только на малых высотах. Таким образом, атаки червей стали обычным явлением, но их было невозможно предотвратить. Однажды они потревожили огромную стаю червей, спровоцировав более 400 особей. Если бы не эссенция божественного света Ханьли, они бы напали на отряд, и он бы понес большие потери. Вместо этого свет подвесил червей в воздухе, где они сгорели от духовного огня. Изначально у них были сомнения относительно способностей Ханьли, поскольку не видели, как он использовал их ранее, но теперь они чувствовали себя намного спокойнее. Конечно, в бурлящем болоте были и другие опасности, кроме червей. Там были древние серебряноголовые звери, любившие прятаться в густых джунглях. Они могли отделять свои головы и конечности от тела, атакуя таким образом. Даже Ханьли считал, что с ними трудно иметь дело. К счастью, движения зверей были медленными, а на болоте было трудно передвигаться. Стоило отряду покинуть их диапазон атак, как звери больше не могли преследовать их. Таким образом, они были не так опасны, как кольчатые черви. Но вскоре Ханьли и другие пришли к глубокому пониманию того, почему бурлящее болото было названо зоной патрулирования первого ранга. Они должны были поддерживать повышенный уровень бдительности почти все время. Если они не будут осторожны, они могут получить ранение. В таких условиях 2 недели пролетели в мгновение ока. Отряд сохранял свою бдительность, но они не обнаружили никаких следов иностранных кланов, особенно тех, кто был в отряде. Напряженная атмосфера в команде в конце концов ослабла. В один день группа культиваторов, держа в руках пластины чужеземных духов, летела большую часть дня. Даже высокоранговые культиваторы не могли не устать от этого. В конце концов, нужно постоянно сохранять бдительным в патруле, и это сильно напрягало их разум. В этот момент они оказались перед чистым прудом шириной 300 метров. Со стороны пруда была небольшая груда камней, из которой рос ряд стройных зеленых бамбуков. Этот пейзаж был довольно освежающим после долгого путешествия по болоту. От этой картины они воспаряли духом. Крупный зеленоглазый мужчина, обменявшись взглядами с остальными, приблизился к Ханьли. Он уважительно сказал: «Старший Хань, это место кажется довольно хорошим. Может, мы немного отдохнем здесь перед тем, как продолжить патрулирование?» «Хорошо, но будьте осторожны. Во-первых, проверьте, нет ли здесь чего странного», — спокойно сказал Ханьли. Ханьли редко отдавал приказы и приветствовал предложения отряда. Это привело к тому, что Ханьли неосознанно сблизился с отрядом. «Конечно», — с улыбкой сказал зеленоглазый мужчина. Затем он помахал остальным позади него. 2 старика и пара женщин быстро разлетелись по кругу. Не получив никакой реакции от пластины чужеземного духа, они с облегчением приземлились рядом с разбросанными камнями возле пруда. Поскольку они не могли оставаться здесь надолго, они просто выбрали себе свободное место и сели отдыхать. Будучи культиватором божественной трансформации и человеком, который культивировал технику великого развития, Ханьли не был слишком напряжен из-за патрулирования. В результате он, вместо того, чтобы присоединиться к ним, просто стал прогуливаться вокруг пруда. Пруд был не очень глубоким, но вода в нем была очень чистой. Внутри воды плавала серебряная рыбка размером с палец, выглядевшая на первый взгляд безвредной. При виде этого Ханьли нахмурился и неосознанно поднял голову, взглянув в сторону дюжину стеблей бамбука. Хотя поблизости дул небольшой ветер, от бамбука не было слышно ни звука, добавляя безмятежную атмосферу. Культиваторы отряда все еще сидели на краю воды или рядом с бамбуковым лесом. Затем Ханьли повернулся к зеркальной поверхности воды и на мгновение пробормотал про себя:
Его глаза на мгновение сузились, и он медленно повернулся и поднял ногу в сторону бамбукового леса. Но в это мгновение Хань Ли щелкнул пальцами, спрятанными в рукавах. Вспыхнули красные огни, и 10 красных линий утонули в земле. Все произошло тихо и бесследно. Дойдя до бамбукового леса, Хань Ли остановился перед ним и спокойно посмотрел на него. Это выглядело довольно странно. Юноша по фамилии Инь и женщина по фамилии Сюй невольно открыли глаза, заметив это, и переглянулись между собой. Однако Хань Ли проигнорировал их, и его взгляд вскоре стал ледяным. Он открыл рот, и вспышка золотого света пронзила зеленый лес разрядом молнии. Затем разряд молнии рассек толстый стебель зеленого бамбука. «Ох!» — в шоке воскликнул юноша по имени Инь. Фея Сюй тоже смотрела широко раскрытыми глазами. Но прежде чем они смогли понять то, что произошло нечто неожиданное. Из бамбукового стебля вырвался фонтан темно-зеленой жидкости, распространяя по воздуху гнилостый рыбный запах. Еще более удивительным было то, как земля загрохотала почти одновременно. Болезненный рев сотряс землю, и зеленый бамбук задрожал, превратившись в густые, похожие на волосы щупальца, и яростно ударил Хань Ли. Как будто он мог позволить такой простой атаке ударить его. Он исчез во вспышке света и появился над водой, холодно глядя на танцующие щупальца, которые напали на него. Отдыхавшие поблизости культиваторы были поражены этим внезапным изменением и взлетели в воздух в панике, выпустив несколько кинжалов в щупальца. Увидев, что Хань Ли отрубил одно из щупалец, они неосознанно решили, что это будет легко сделать. Тем не менее, они совершенно не ожидали, что их кинжалы с лязгом отскочат от щупальца. Другие культиваторы, которые какое-то время находились в изумлении, наконец решили атаковать, как вдруг серые камни на краю пруда внезапно почернели. Разбросанные камни скрутились вместе, образуя черные чешуйки размером с череп. Они принадлежали огромному древнему зверю. Зверь выглядел круглым, но никто не мог видеть его нос или рот. Однако на его спине были тонкие щупальца длиной более 30 метров. Казалось, что он прятался рядом с прудом, а бамбук был трансформацией его плоти. Оказалось, что культиваторы отдыхали на поверхности зверя. Он использовал какую-то неизвестную способность скрывать себя не только от духовного чутья, но и от пластины чужеземного духа. «Атакуем!» — закричал Хань Ли. Культиваторы почувствовали, как их сердца задрожали, и они сразу же выпустили свои сокровища. Какое-то время разноцветный свет сиял в воздухе, поглощая огромного зверя в потоке. Древний зверь не собирался убегать. Его щупальца стали извиваться все быстрее, превращаясь в серые пятна света, блокируя атаки на его тело. Всякий раз, когда щупальце блокировало атаку, раздавался грохочущий взрыв, яростно блокировавший магическое сокровище. Независимо от того, где находились сокровища, они были отражены, предотвращая любую атаку от удара по его истинному телу. Юноша по имени Инь холодно фыркнул и, хлопнув в ладоши, поднял их. В одной из его рук появился шар красного света, в другой — желтого, обрушив на зверя град огненных шаров размером с кулак. Тело Фем Сюй засверкало холодным серебряным светом, создавая бесчисленные ледяные шары молнии. Два типа молниеносного пламени, казалось, слились воедино и создали удивительный импульс. Результатом стал оглушительный взрыв, создавший ослепительную молнию, полностью окутавшую большую часть зверя. При виде этого они невольно улыбнулись. В тот момент Хань Ли еще не предпринял никаких действий и просто наблюдал за нападениями своих подчиненных. Хм. Внезапно из-за молний послышалось зловещее хмыканье, и подул потусторонний ветер. Ветер был мутным. Сделав несколько кругов, он превратился в торнадо, полностью охватившие огненные и молниеносные шары. Из торнадо послышался ряд взрывов, в результате которых исчезло как само торнадо, так и молния. Юноша и Фея Сюй встревожились увиденным. Странный человек появился на вершине огромного зверя. На человеке висела шкура какого-то неизвестного зверя. Кроме этого, на нем не было никакой другой одежды, а также волос и ноздрей. В его глазах не было никаких эмоций. Но что было более странным, так это то, что его ноги сливались с огромным зверем, словно он был с ним единым целым. Глава 1332. Дикий зверочеловек. Дикий зверочеловек. Скорее, убейте его. Мы не можем позволить ему соединиться со зверем. Увидев этого странного человека, даосский священник закричал в ужасе. Когда другие услышали это, они также пришли в ужас. Не задумываясь, они выпустили редкие древние сокровища в полосках света. Через мгновение зверь и древний зверь были сбиты атаками. Хань Ли видел, что его подчиненные действительно боялись этого чужеземного клана.
Несмотря на замешательство его подчиненных, Хань Ли все еще не предпринял никаких действий. Пока дикий зверочеловек был на грани трансформации, он продолжал парить в воздухе, держа руки за спиной, не вмешиваясь в бой. Когда культиваторы почувствовали некоторую напряженность, зверочеловек внезапно контратаковал, не давая им спросить приказ у Хань Ли. Зверочеловек странно усмехнулся, а затем его плечо расплывалось, создавая желтый торнадо в направлении культиваторов. Древний зверь тем временем позеленел, полностью вытянув все свои щупальца. Они растеклись в зеленых пятнах, ударяясь о воздух вместе с торнадо. Независимо от атак магических сокровищ, будь то молния, пламя или меч, все они были захвачены торнадо и исчезли. Врезаясь в щупальца, они также были отражены. Культиваторы действовали в панике, не в силах справиться с происходящим. Пока Хань Ли наблюдал за происходящим, не шевеля пальцем, никто не заметил, что маленькая серебряная рыбка в пруду начала образовывать два шара. Они сверкали серебряным светом, словно два серебряных глаза. Тем временем спокойная поверхность воды взбурлила, обнажая прозрачный рот высотой 10 метров с кристаллическими, похожими на лед, клыками. Пруд превратился в монстра с прозрачным телом. В этот момент огромный прозрачный монстр зашевелился и набросился на Хань Ли в воздухе. Его тело не только было прозрачным, но и бесформенным, а его движения не производили ни звука. Хань Ли молча смотрел на битву, разворачивающуюся между зверем, словно не замечая, что на него напали. Когда прозрачный зверь находился в 10 метрах от Хань Ли, его серебряные глаза вспыхнули, обнажив свои клыки в направлении Хань Ли. Спина Хань Ли внезапно вспыхнула бесчисленными тонкими линиями эссенции божественного света, пронзив зверя. Встревожившись, огромный зверь думал увернуться, но было уже слишком поздно, со звуком дрожащего дождя серые линии пронзили тело огромного зверя и закрутились, плотно окутавшись вокруг его тела. Затем тело Хань Ли расплылось, и он появился позади огромного зверя. Он открыл рот и выплюнул маленькую черную гору. Сделав круг в воздухе, гора увеличилась в размерах до высоты 300 метров над прозрачным зверем. Зверь понял, что его дела плохи, и он быстро затряс своим телом, пытаясь сбежать. К сожалению, это был водяной зверь. Поскольку его тело состояло из одного из 5 элементов, он не надеялся, что сможет избежать связывания эссенции божественного света. Серые линии просто качнулись, сильнее натянувшись. Наконец, Хань Ли произнес заклинание. С грохотом гора обрушилась вниз, сокрушив прозрачного зверя внизу. Воздух завибрировал от удара. Когда гора прижала прозрачного зверя к земле, что он был полностью пойман в ловушку. Затем Хань Ли посмотрел на зверя с равнодушным выражением на лице. Однако громкий крик позади него привлек его внимание, и он медленно обернулся с серьезным выражением на лице. Культиваторы все еще были заняты в битве со зверочеловеком, но когда зверь увидел, что Хань Ли поймал прозрачного монстра, он испуганно взревел. Зверочеловек перестал контролировать торнадо, сражаясь с зеленоглазым человеком. Вместо этого он ударил зверя под собой и быстро погрузился в гигантского зверя. Нехорошо, он собирается слиться с ним. Быстрее, остановите его. Большой зеленоглазый мужчина обрадовался, увидев, как Хань Ли молча разобрался с другим зверем, но сразу же встревожился, увидев действия зверочеловека. Юноша по фамилии Иньи и другие сразу встревожились и влились все свои силы в духовные сокровища, удвоив все свои усилия для атаки. Но даже без указания направления торнадо некоторое время препятствовал их атакам. В эту задержку кожа огромного зверочеловека засияла зеленым светом, и на его теле появились шишки. Сначала появилась пара ног, а потом появились руки. Наконец его тело удлинилось и голова стала больше в размерах. Под контролем зверочеловека огромный монстр превратился в черного гиганта высотой в 100 метров. Его тело было покрыто черно-фиолетовыми чешуйками, а глаза загорелись зловещим зеленым светом. Появившись, он безмолвно поднял руку в воздух и яростно ударил кулаком, засветившимся черным светом. С грохотом дюжина магических сокровищ была раздроблена в пыль. Однако большинству из них удалось подняться высоко в воздух, издавая пронзительный вопль. Фея Сюй подняла бровь и фыркнула. Она решила продолжить атаку и указала на свой белоснежный летающий меч. Со звоном он удлинился на 10 метров в длину и, расплывшись, мгновенно исчез. В следующий момент он появился в 20 метрах над гигантом и яростно атаковал его. Она действительно планировала обезглавить гиганта в одиночку. Но вопреки ее ожиданиям, несмотря на свои огромные размеры, гигант был невероятно быстр. Как только меч двинулся, он открыл рот и с силой ударил мечом в ответ. Затем он крепко схватил меч своей черно-фиолетовой рукой. Со злорадным выражением на лице он прижал другую ладонь к мечу. Казалось, он хотел уничтожить летающий меч. Лицо феи Сюй побледнело.
Этот меч был ее личным магическим сокровищем. Если бы он был разрушен, она бы претерпела обратную реакцию из-за своей ментальной связи с ним. Она с огромной поспешностью выполняла заклинание, чтобы освободить Мен, но, несмотря на сильное дрожание и череду вспышек белой ледяной ци, гигант сохранил свою хватку. Гигант глубоко вдохнул. Как раз, когда он собирался раздавить меч, пространство рядом с ним содрогнулось. Грудь гиганта пронзил луч черного света. Однако эта атака оказалась ничтожно малой по сравнению с его гигантским телом, но из-за нее он откачнулся на несколько шагов назад. Черный луч света появился только на мгновение, а оттуда появилась серебряная огненная птица. Вслед за этим она расправила крылья и нырнула в гиганта. Опять же, разница в размерах была невероятной, но фея Сюй наблюдала за этим с испуганным выражением на лице. Однако гигант, вместо того, чтобы твердо стоять на земле, немедленно развернулся в бешеном ритме. Не успел гигант сделать 2 шага, как из-под земли вырвался резкий поток ветра. В следующее мгновение дюжина красных нитей вылетела оттуда, окружив гиганта. Во вспышке красного света нити превратились в плотные пылающие веревки, связавшие ноги гиганта. Будучи не в состоянии двигаться вперед, великан в яростной тревоге махнул руками вниз, желая разорвать огненные веревки. Серебряная огненная птица не собиралась предоставлять ему такую возможность. Она помчалась вперед со скоростью молнии и ударила в спину гиганта в виде шара серебряного пламени. Серебряный огонь распространился с приглушенным треском, и гигант сразу же загорелся, словно был покрыт маслом. Однако, поскольку он все же не способный освободиться, ему оставалось только кричать от боли, выпуская желтый ветер в попытке погасить пламя. Когда желтый ветер и серебряное пламя коснулись друг друга, сам ветер, казалось, зажегся. Всего за несколько мгновений гигант был полностью окутан и пламенем, и воспламененным ветром. Вскоре крики прекратились, и гигант упал на землю. Его тело сгорело дотла, не оставив от него и следа. Внезапно на месте гиганта появился луч черного света. Все это произошло на глазах у всех присутствующих культиваторов зарождающейся души. Хотя Хань Ли уже однажды использовал своего огненного духа, чтобы поглотить кольчатых червей, он не был таким страшным, как сейчас. Теперь, когда культиваторы увидели, как он использовал его на беспомощном зверьке, все они остолбенели, не веря своим глазам. В этот момент Хань Ли расплылся, приблизившись к серебряному пламени и поманив его. Серебряное пламя внезапно сгустилось в шар и подлетело к нему в виде огненной птицы. Огненные веревки к этому моменту уже втянулись к нему в рукава. Хань Ли взглянул на прозрачного зверя, подавленного эссенцией божественного света, и сказал: «Забирай этого дикого зверочеловека и заставь зал чужеземных духов разобраться с этим, когда мы вернемся в город». «Да». Младший Ма немедленно заберет его. Сердце большого зеленоглазого мужчины дрогнуло, и он отдал команду. Затем, взмахнув рукой, он выпустил белую тыкву. Тыква была украшена большим количеством серебряных рун. Это был специально усовершенствованный магический инструмент, предназначенный для временного задержания чужеземных существ. Независимо от клана и их многочисленных способностей, пока они не достигли ранга истинного духа, они могут быть захвачены тыквой. Разумеется, зверочеловек потерял всю свою силу и был совершенно неподвижен. Он больше не мог оказывать сопротивление. Глава 1333. Рынок высшего неба. Человек с зелеными глазами, приблизившись к горе божественного света, протянул тыкву прозрачному зверю под ним. С легким броском тыква выплеснула серебряный туман в воздух, и туман обвился вокруг огромной горы. Внезапно он превратился в гигантские серебряные руны, мгновенно окутавшие тело огромного зверя. Когда серебряный свет окутал все чудовища, его фигура быстро сжалась до размера кулака. Но, как ни странно, гора божественного света сжалась с той же скоростью, что и прозрачный зверь, не давая зверю ни единого шанса сбежать. Затем тыква выпустила еще одну волну серебряного тумана, окутав уменьшившегося зверя. Тем временем Хань Ли отдал приказ горе, и та медленно поднялась в воздух, позволяя зверю погрузиться в тыкву. Зеленоглазый мужчина поспешно накрыл тыкву крышкой и повесил на нее золотой талисман, наконец вздохнув с облегчением. Остальные уже забрали свои магические инструменты и приземлились на землю. Теперь они смотрели на Хань Ли с вновь обретенным уважением. Недавняя битва четко показала, что лидер их отряда обладал непостижимо глубокими способностями. Он ни в коем случае не был обычным культиватором на ранней стадии божественной трансформации. Хотя они были в восторге от этого, они также испытывали страх. «Отдохните, прежде чем мы продолжим». Вернув гору обратно в рукав, он кратко обратился к команде. Отчужденно отойдя в сторону, он сел с закрытыми глазами. Естественно, никто из других не стал возражать.
Они также разошлись и взяли минутку отдыха, чтобы восстановить свою магическую силу. Фея Сюй, однако, осталась стоять. Немного помедлив, она подошла к Хань Ли и лично поблагодарила его. «Большое спасибо за помощь, старший. В противном случае мой меч ледяного кристалла был бы уничтожен». Хань Ли открыл глаза и внимательно посмотрел на женщину. «Меч ледяного кристалла. Ты, должно быть, усовершенствовала его из высшего тысячелетнего нефрита». Сердце феи Сюй дрогнуло, старший обладает великой мудростью. Основным материалом в культивации моего меча является высший нефрит. Хань Ли медленно спросил, сверкнув глазами: «Поскольку ты используешь ледяной меч, то и твое искусство культивации также должно быть связано со льдом. Могу я спросить, знаешь ли ты одного человека?» «Пожалуйста, продолжайте, старший». После короткой паузы фея Сюй сразу согласилась. Хань Ли уставился на ее мерцающую радужную оболочку глаз и продолжил с помощью передачи голоса. Была древняя культиваторша по имени Магическая ледяная душа. Она была вознесенной культиваторшей, которая культивировала техники ледяного меча. Ты знаешь этого человека. Когда он смотрел на женщину, он почувствовал, будто в ней было нечто знакомое. При ближайшем рассмотрении он обнаружил, что ее глаза выглядели так же, как изображение магической ледяной души во время открытия зала духовной пустоты в Северном ночном дворце. Было поразительное сходство. Хотя это было всего лишь изображение, но радужная оболочка глаз магической ледяной души сияла, словно мерцающие звезды. Это удивительное зрелище произвело глубокое впечатление на его память. Теперь, когда он увидел, что женщина культивирует техники ледяного элемента и использует сокровища, выкованные из высшего нефрита, он решил спросить ее из любопытства. Магическая ледяная душа — это предок моего клана Сюй. Старший знал ее. Неужели старший прибыл из того же низшего мира? В шоке ответила фея Сюй передачей голоса. Хе-хе, я определенно не знал ее, но я извлек выгоду из того, что она оставила в моем нижнем мире. Отмахнувшись смехом, он спросил: почему твой летающий меч не был полностью выкован из высшего тысячелетнего нефрита? Его магическая сила была бы увеличена как минимум еще наполовину. Потрясённая связью Хань Ли со своим предком, она вскоре пришла в себя и ответила: должно быть, старший шутит. Высший тысячелетний нефрит, возможно, не такой же ценный, как высокоранговые материалы, найденные в диких землях, но его все же очень трудно собирать. Высший нефрит в моем летающем мече был куплен по экстравагантной цене. Хань Ли, немного подумав, сказал: вот как. Так случилось, что у меня при себе достаточное количество высшего тысячелетнего нефрита. Тебе хватит полностью усовершенствовать летающий меч. Поскольку фея Сюй является потомком магической ледяной души, я дам его тебе. Это можно считать возвратом одолжения. Он провел рукой по своему браслету для хранения, вызвав нефритовую коробку, передал ей. Большое спасибо, старший. Женщина весьма обрадовала этому и поспешила отблагодарить его. Открыв коробку, она ахнула от удивления. Там было 4 куска размером с кулак из белой скалы, каждый из которых излучал белый ледяной свет. Этого было достаточно не только для усовершенствования летающего меча, но и было также достаточно для изготовления магического сокровища. Огненный взгляд мелькнул в глазах женщины, и она глубоко поклонилась Хань Ли, убирая коробку. Хань Ли непринужденно махнул рукой и возобновил медитацию. Будь то небесный котел, ледниковая квинтэссенция или ледяное пламя, казалось, что все они в значительной степени были связаны с магической ледяной душой. Поскольку в прошлом он получал от них большую выгоду, помощь одной из ее потомков избавила его от этого долга, оставив ему меньше беспокойства по этому поводу, когда он в следующий раз встретится со своими внутренними демонами. Приобретя это ценное сокровище, она тактично перестала беспокоить Хань Ли и тихо ушла. Другие, естественно, обратили внимание на действия Хань Ли с феей Сюй. Видя ее нескрываемый восторг от нефритовой коробки, что сильно отличалось от ее обычно собранного поведения, многим стало любопытно, но никто не был настолько глуп, чтобы прямо спрашивать об этом. Примерно через 6 часов Хант Ли отдал приказ, и они отправились в путь. До конца своего путешествия они не обнаружили никаких других чужеземных кланов. Закончив свой патрульный маршрут, они прибыли в заранее определенный пункт и ожидали прибытия золотой лодки. Отряд был доставлен обратно в высший небесный город за 2 партии. В их столкновении они поймали зверя, которого приручил дикий зверочеловек. Передав его залу чужеземных духов, они получили ценную награду. Согласно правилам, после каждого патруля полагался отдых в полгода, и они заканчивали свое 10-летнее патрулирование. После этого зона патрулирования и маршрут будут изменены. Поскольку Хань Ли впервые закончил патрулирование, он был награжден таблеткой земляного очищения и быстро принял ее. Вскоре небольшой отряд вернулся в зал и разделился.
Все культиваторы, попрощавшись с Ханли, разлетелись по разным сторонам. Как раз в тот момент, когда фея Сюй собиралась уходить, она сказала: «Старший хан, через 2 дня начнется аукцион предметов, найденных в пустыне, который проводится раз в 3 года. Возможно, вы захотите его посетить». Ханли спросил, вскинув брови: «Предметы из пустыни? Тебе это тоже интересно?» Старший, должно быть, шутит. Чтобы участвовать, нужно быть на стадии божественной трансформации. Поскольку я всего лишь пустяковый культиватор зарождающейся души, я не имею права посещать его. Кроме того, каждый товар предлагается по необычным ценам. Это не то, что я могу себе позволить. «Возможно, вам подвернется удача», — сказала она с кривой усмешкой. «Спасибо, что сказала мне, фея Сюй». «Я обязательно посмотрю», — спокойным тоном сказал Ханли. Видя, что Ханли принял ее дружеский совет, она с уважением попрощалась. Ханли посмотрел ей в спину и невольно прищурился. По правде говоря, даже бы если женщина не упомянула о проведении аукциона, он не собирался немедленно покидать город. С тех пор, как он прибыл в мир духов, у него не было возможности приобрести подходящие формулы лекарственных таблеток. Первоначально он планировал сделать это после того, как закончит патрулирование. Теперь, когда близился аукцион, он мог заглянуть на него по пути. В конце концов, он уже знал о немыслимой репутации предметов из пустыни. Таким образом, Ханли спокойно отошел от огромной каменной пагоды и полетел к месту, которое было отмечено рынком на карте. Рынок города высшего неба был чрезвычайно большим. В нем были все редкие материалы из 3 человеческих областей и 7 демонических земель. Случайное появление предметов дикой природы вызывало еще большую активность. Городские стражи и посторонние свободно бродили по рынкам. Но самым удивительным был огромный световой барьер, отделявший кланы людей и демонов, разделяя их на 2 области. В самом центре города находился огромный зал, в который входили люди и демоны, которые могли обменивать материалы или предметы из дикой природы. В конце концов, были вещи, которые не были полезны ни людям, ни демонам, но, возможно, были ценными для другой стороны. Аукцион должен был проходить в боковой комнате этого зала. Ханли приземлился на улице рынка, рядом с магазином лекарственных растений, и вошел туда. «Старший, что вы ищете?» «Хотя мой магазин может быть небольшим, у меня много лекарственных растений». Магазин был небольшой. Внутри был только владелец магазина среднего возраста на стадии формирования яда и 2 служащих стадии заложения основ. Других гостей не было. Когда они увидели, как Ханли в темных лазурных доспехах вошел внутрь, лавочник улыбнулся и лично встал, чтобы поприветствовать его. «У вас есть формулы лекарственных таблеток или духовные растения, полезные для культивации?» Прямо спросил Ханли. «Для культиватора божественной трансформации. У меня есть 2 формулы таблеток, но многие необходимые материалы слишком драгоценны, чтобы их можно было хранить в моем магазине». Когда владелец магазина услышал слова Ханли, его настроение поднялось. Ханли нахмурился и сказал: «А тогда принеси мне их. Я хочу взглянуть». «Да, пожалуйста, подождите минутку, старший». «Сейчас принесу», — почтительно сказал лавочник. Затем он отдал приказ слуге и поспешно предложил Ханли чаю, а сам отправился в заднюю часть магазина. Глава 1334. Очищение нефритовых таблеток. Ханли был рад тому, что с легкостью смог найти нужные ему предметы. Он сидел в простом бамбуковом кресле и неторопливо потягивал духовный чай. Через некоторое время лавочник средних лет вернулся с браслетом для хранения. Оказавшись перед Ханли, он провел рукой по браслету и вынул белую и синюю нефритовые пластинки. Затем он достал большой ассортимент коробок и бутылок, положив их на край стола. Затем он почтительно встал в сторону и стал ждать. Ханли взглянул на него и приманил к себе 2 нефритовые пластинки в свои руки, погрузив в них свое духовное чутье. «Таблетка чистого нефрита и истинная жабья вода», — пробормотал про себя Ханли. С серьезным выражением на лице он убрал свое духовное чутье. Таблетка чистого нефрита была приемлемой. В ней использовались редкие лекарственные растения, о некоторых даже не слышал. Большинство растений должно было быть в возрасте от 2 до 3 тысяч лет, но они считались довольно распространенными. Что касается истинной жабьей воды, то она была довольно странной. Основным ингредиентом жидкости была кровь древнего духовного зверя из пустыни, который назывался зеленоглазой жабой. В основном у нее были обычные дополнительные ингредиенты. Хотя оба предмета предназначались для культиваторов стадии божественной трансформации, таблетка чистого нефрита была полезна только для культиваторов на ранней стадии божественной трансформации.
Для культиваторов на средней стадии она была не так эффективна. Истинная жабья жидкость была намного сильнее, но больше подходила для культиваторов на поздней стадии божественной трансформации. При использовании на средней стадии чрезмерная лекарственная сила представляла собой большой риск. Закрыв глаза, он начал думать об их использовании, культивации и порции лекарства. Затем он открыл глаза и осмотрел коробки и лекарственные растения на столе. Как сказал владелец магазина, ему не хватало примерно половины материалов, необходимых для изготовления истинной жабьей жидкости. Хань Ли погладил себя по подбородку и спросил, могу ли я купить недостающие ингредиенты в других магазинах. Поскольку истинная зеленоглазая жаба – древнее животное из пустыни, найти ее будет непросто. На самом деле для таблетки чистого нефрита не нужны материалы правильного возраста. Ее можно изготовить из растений меньшего возраста, но его эффект будет слабее. Их можно приобрести, если у старшего достаточно духовных камней. Что касается крови духовной жабы, то это действительно редкий материал. Хотя он поступает в продажу время от времени, его мгновенно раскупают. Он один из самых востребованных материалов для крупных магазинов лекарственных растений. Старшему будет нелегко приобрести этот предмет. Однако скоро будет аукцион, где он может быть. Вот как, немного подумав, Хань Ли сказал. Большое спасибо, старший. Я передам вам счет. 2 формулы лекарственных таблеток – это 100 тысяч духовных камней, 3 стебля золотой травы 5000-летней давности. Лавочник заговорил с улыбкой на лице, поспешно перечисляя цены на предметы на столе. Хань Ли просто прищурился, слушая его, но ничего не придавая. Спустя промежуток времени, за который можно было налить чашку чая, Хань Ли спокойно покинул магазин лекарственных растений и вошел в другой магазин неподалеку. Таким образом, он начал прогуливаться по всем магазинам поблизости, как будто планируя посетить все магазины на улице. В других магазинах Хань Ли собрал 8 других полезных формул таблеток, но для них требовались материалы, которые было еще труднее получить, чем духовную кровь истинной зеленоглазой жабы. У Хань Ли не оставалось другого выбора, кроме как отложить до лучших времен. Если бы он смог приобрести необходимые материалы для этих лекарственных таблеток, он не пожалел бы денег. Однако он собирал и не очень дорогие материалы, такие как молодые семена или молодые стебли. Таким образом, Хань Ли мог приобрести большое количество материалов, чуть не разорив себя. В результате он приобрел все лекарственные травы, необходимые ему для таблетки чистого нефрита и многое другое. После того, как он доведет лекарственные травы до полного созревания, используя духовную жидкость, он сможет начать изготавливать таблетки. Конечно, было непросто изготовить таблетки, которые могли использовать культиваторы божественной трансформации. С его достижениями в изготовлении таблеток ему, возможно, потребуется предпринять несколько попыток, чтобы сделать таблетку. Благодаря своей таинственной зеленой бутылочке Хань Ли мог предпринимать неограниченное количество попыток, поэтому ему ни о чем было беспокоиться. Единственное, чего ему не хватало, так это истинной жабьей жидкости. Он должен будет купить его на ближайшем аукционе. Хань Ли чувствовал некоторую тревогу. Но перед началом аукциона ему нужно будет приобрести больше духовных камней. В настоящее время ему не хватало их, поэтому ему придется торговать за большее. В царстве духов было много духовных камней, в результате чего цена предметов была в несколько раз выше, чем в мире смертных. Разумеется, даже с большим количеством духовных камней в мире смертных все равно было бы невозможно приобрести ингредиенты, необходимые для таблеток культиваторов на стадии божественной трансформации. Хань Ли мог с уверенностью сказать, что с достаточным количеством таблеток он сможет без проблем повысить свой ранг. Придя к такому выводу, он тихо отправился в пустой угол улицы. Оглядевшись вокруг, чтобы убедиться, что никто не смотрит, по его телу поползли трещины. Вскоре он превратился в крупного мужчину с фиолетовым лицом. После этого Хань Ли отправляется в большой магазин под названием «Зал Возрождения». На рынках мира духов тысячелетние духовные лекарства встречались не так редко, как в мире смертных. Но когда Хань Ли предоставил 8 стеблей лекарственных растений, возрастом 8000 лет, владелец магазина без колебаний обменял их на астрономическую сумму духовных камней. Хань Ли схватил духовные камни и ловко удалился. Он долго не задерживался в одном месте, пытаясь избежать внимания. Хань Ли не стал покидать город. Вместо этого он прошел мимо нескольких улиц, узнавая насчет различных магических инструментов, сокровищ, материалов и талисманов, которые были в продаже. В результате он приобрел большой опыт. Было ясно, что в мире духов было множество различных материалов. Качество и мощь сокровищ здесь намного превосходили таковые в мире смертных. В более крупных магазинах даже продавались фантастические сокровища. Талисманы и секретных печати были еще более фантастическими, к большому удивлению Хань Ли.
Они были за пределами талисманов мира смертных. Среди них было несколько талисманов, написанных серебряными рунами. Большинство этих талисманов были либо вспомогательными, либо оборонительными, и среди них едва ли были какие-либо атакующие типы. Те немногие, которых он увидел, стоили удивительно дорого. Но были талисманы с серебряными рунами, которые заинтересовали его. Хань Ли спросил всех владельцев магазина об этом и узнал, что все они из небесного духовного региона. Эти талисманы с серебряными рунами были талисманами марионеточного типа. Можно было призвать марионеточного призрака, который был запечатан в талисмане. Его способности зависели от качества изготовления талисмана и мастерства пользователя. Говорят, что лучшие марионеточные талисманы могли даже подражать культивации и технике его пользователя. Это был довольно практичный талисман. Когда он закончил исследовать магазины, его сердце дрогнуло, и он невольно вспомнил о поврежденных остатках нефритовой книги, которые были в его распоряжении. Среди способностей талисманов, которые там детально описывались, также упоминался метод изготовления талисманов марионеточного типа, но он не исследовал его. Поскольку цена продажи этих талисманов была невероятной, ему пришлось только внимательно изучить их. Таким образом, Хань Ли стал целенаправленно искать магазины с талисманами, подбирая материалы, необходимые ему, чтобы в больших количествах изготовить талисманы с серебряными рунами. После этого Хань Ли не спеша направился к месту проведения аукциона, в зал высшего зенита, где смешались люди и демоны. Хотя до аукциона оставалось еще 2 дня, он хотел взглянуть на то, чем торговали демоны. В конце концов, клан демонов не участвовал в человеческих аукционах. Чтобы не допустить сражений в холле зала, людям, которые хотели заниматься торговлей, нужно было взять нефритовый кулон размером с ладонь. Пока нефритовый кулон был на их теле, он сразу же скрывал их в белом тумане, а также ограничивал культивацию пользователя. Кроме того, если кто-либо в зале использовал свою магическую силу, великая формация в зале не только ограничивала бы их способности, но и телепортировала их наружу, после чего они не смогли бы войти в течение определенного времени. У клана демонов было черное знамя, которое также скрывало их внешность в демоническом облаке. Кроме того, на страже стояли 4 золотых стража на стадии пространственного закаливания из обеих рас. С обеих сторон было также 10 темных лазурных стражей, следивших за порядком. Такая сила естественным образом предотвращала возникновение нежелательных происшествий. Чтобы войти, Хань Ли должен был заплатить большое количество духовных камней. Он взял у стражника нефритовый кулон и повесил его на пояс, создав вокруг себя белый туман. Затем он направился по длинному коридору к большим воротам. В результате он прибыл в большой зал длиной более километра с аккуратной дверью с другой стороны. В зале было более 100 белых и черных шариков тумана, каждый из которых представлял собой человека или демона. 30 из них сидели, скрестив ноги, на земле, и перед ними было разложено несколько предметов. Все молчали. Большинство людей стояли возле торговых палаток, тщательно осматривали товары или тихо беседовали с продавцами. В зале иногда можно было заметить световые пятна. Время от времени люди, которые прятались в углу, проводя там свои тайные беседы. Хань Ли стоял на месте, осматривая свое окружение. Затем он молча подошел к лавке ближайшего продавца. Продавец был спрятан в серебряном тумане, показывая, что он человек. Перед ним были 2 странных предмета. Один из них был бледно-зеленым и напоминал ветку. Другой был сверкающим малиновым камнем размером с кулак. Глава 1335. Молниеносная древесина. Хань Ли с любопытством осматривал экспонат, выставленный на прилавок, проводя мимо них своим духовным чутьем. На нем лежала ветвь с чрезвычайно тонкой древесной духовной ци, но она также обладала мощной силой молнии, словно была сформирована из молнии. Хань Ли был поражен этой ветвью. Это сразу напомнило ему о небесном молниеносном бамбуке. Но даже 10-тысячелетний золотом молниеносный бамбук не обладал такой грозной силой молнии. Его божественная дьявольская молния была ничто по сравнению с силой этой ветви. Малиновый драгоценный камень испускал плотный рыбный запах, словно это было ядро демонического зверя, но он не мог определить его происхождение. Хань Ли посмотрел на него с некоторым интересом, но спустя мгновение он спокойно ушел к прилавку другого продавца. Затем он прибыл к демоническому продавцу с кусками черной руды размером с голову, испускавшей ледяную ауру. Хань Ли медленно прошелся по залу, разглядывая экспонаты на продажу. Иногда он останавливался, чтобы повнимательнее рассмотреть товары. От начала до конца он не сказал ни слова, словно полностью игнорировал продавцов. Хань Ли быстро просмотрел все экспонаты, но был разочарован увиденным. Хотя все предметы были достаточно редкими, его ничего не заинтересовало. Хотя эти предметы пришли из пустыни, там были незнакомые предметы, и они были бы полезны лишь немногим. Хань Ли осмотрелся вокруг.
как только он подумал о том, должен ли он покинуть зал, как вдруг услышал шаги позади себя. Белый туман вокруг него расплылся, и он внезапно обернулся. Затем шаги остановились, словно от удивления быстрой реакции Хань Ли. Человек был демоническим культиватором, поскольку был покрыт черной ци. У него было стройное тело, и он также осматривал Хань Ли. Они оба были скрыты секретными техниками, и кроме слабого силуэта, ничего нельзя было разглядеть. «Тебе что-то нужно от меня?» — спокойно спросил Хань Ли. «Ты не нашел подходящих предметов, господин даосист?» Из облака раздался приятный женский голос. «Да, я не нашел ничего интересного. Почему ты спрашиваешь меня об этом? Похоже, ты впервые в зале высшего зенита. По правде говоря, помимо того, что выставлено на продажу, в приватном обмене можно найти действительно хорошие вещи», — спокойно сказала женщина. «Вот как. Но разве не было бы легче найти подходящего покупателя, если бы он показал это в открытую?» Нахмурившись, спросил Хань Ли. «Значит, ты не знаешь или намеренно прикидываешься несведущим? Даже с нефритовыми кулонами и флагами ясно, кто есть кто. Кроме того, некоторые вещи довольно провокационные, поэтому не стоит, чтобы об этом знало слишком много людей. Ладно, хватит пока. У тебя есть вещи на обмен». Голос женщины, казалось, стал холоднее от нетерпения. «Если у тебя есть хорошие вещи, я готов обменяться. Однако я должен спросить, почему ты искала меня?» — спросила Хань Ли. «Это довольно просто», — сказала женщина равнодушным тоном. «Было легко сказать, что ты новичок в городе высшего неба, судя по тому, как ты внимательно изучали товары продавца. Хотя наша культивация ограничена, при ближайшем рассмотрении я могу сказать, что ты, скорее всего, являешься культиватором стадии божественной трансформации. Ты подходящий человек для обмена со мной, и ты не первый, кого я разыскала. Скажи мне, что у тебя есть что-нибудь, что подходит для демона. Помимо нескольких моих собственных вещей, мои товарищи также доверили мне несколько вещей. Вот почему обмен может получиться выгодным». Услышав это, Хань Ли улыбнулся. «У меня есть несколько подходящих для демонов вещей, но могу я сначала взглянуть на твои вещи?» Холодно усмехнулась женщина. «У меня есть духовные растения, материалы, несколько человеческих магических сокровищ и древних сокровищ. Что ты хочешь?» Глаза Хань Ли немного опустились, и он спросил: «Мне не нужны никакие готовые изделия, но мне интересны материалы. У тебя есть духовная кровь истинной жабы. Мне она нужна». Женщина остановилась и тут же покачала головой. «Духовная кровь истинной жабы. Хе-хе, а ты не промах. Духовная кровь истинной жабы полезна не только для людей, но и для демонов. Никто не станет продавать ее в зале высшего зенита. Раз так, то, может, у тебя золотая трава 5000-летнего возраста и...» Хань Ли, не обращая внимания на насмешливый тон женщины, сразу же перечислил другие материалы, которых ему не хватало в формулах таблеток. Услышав Хань Ли, ее лицо стало неприглядным. Когда Хань Ли закончил, она мрачно сказала: «Не обманывай себя иллюзиями. Эти материалы предназначены для изготовления таблеток. Их все можно найти только в пустыне, поэтому нашему демоническому клану они тоже нужны. Мы определенно не будем продавать их людям». Хань Ли не разочаровался в ее словах и спокойно сказал: «Нет проблем. Мне даже не нужен правильный возраст растений. Саженцы и семена тоже подходят. Я даже готов торговать по себестоимости». Немного помедлив, женщина сказала тоном, полным подозрений: «В таком случае обмен возможен, но все же хлопотно, поскольку у меня сейчас нет ни одного из них. Скажи мне, что у тебя есть. Когда ты соберешь все, что мне нужно, я буду торговать с тобой в следующий раз, когда буду здесь», — радостным тоном сказал Хань Ли. «Да, но это то, на что я должна сначала взглянуть. Даже если семена и саженцы обычно редкие, мало кто хочет их купить. Но если я найду их, что ты мне дашь?» «Меня не интересуют духовные камни, даже высокоранговые», — высокомерным тоном сказала она. Услышав это, Хань Ли послал ей передачу голоса со спокойным выражением на лице. «Что? У тебя на самом деле есть духовное растение возраста 10 000 лет?» Голос женщины задрожал от восторга. Хань Ли улыбнулся и сказал: «Если ты сможешь найти нужные мне вещи, я отдам их тебе». После того, как ее восторг прошел, сомнения заполнили ее разум. «Почему ты сам не хочешь делать таблетки из этих растений и решил обменяться ими со мной? Пожалуйста, не расспрашивай меня слишком много об этом. Если ты считаешь обмен возможным, то, пожалуйста, сделай все возможное, чтобы собрать эти материалы. В следующий раз, когда я приду сюда, я совершу с тобой обмен.
Считай, что это первый взнос. Сказав это, Хань Ли провел рукой по браслету, вынул деревянную коробку длиной в полфута и небрежно передал его ей. Женщина в черной ци была поражена и неосознанно потянулась к ней. Выражение ее лица дрогнуло, и она быстро направила свое духовное чутье к деревянной коробке. Она вскрикнула от удивления и долго смотрела на предмет в коробке. Затем она медленно открыла крышку, и выражение ее лица стало торжественным. «Ты действительно хочешь использовать это в качестве аванса? Ты не боишься, что я возьму его и не вернусь?» Холодным тоном сказал женщина. «Это всего лишь штрих тысячелетняя трава. Не думаю, что с твоим статусом ты будешь делать нечто подобное. Кроме того, это проявление искренности, чтобы гарантировать наш обмен. Если ты достанешь мне необходимые лекарственные растения, я определенно не разочарую тебя», — сказал он нейтральным тоном. Она взяла свою руку и убрала коробку, а затем сказала уверенным тоном: «Кажется, ты искренне настроен на сделку, но предметы, которые ты хочешь, нельзя собрать за короткое время. Мне понадобится несколько лет, чтобы собрать эти растения». «Хорошо, я жду хороших новостей», — будучи доволен таким ответом, Хань Ли поклонился ей. Для него лекарственное растение в нескольких тысяч лет не было ценным. Это была небольшая цена, чтобы завоевать ее доверие. Более того, Хань Ли был уверен, что его обещание о лекарственном растении возрастом 10 тысяч лет было достаточно, чтобы она нашла предметы для него. Поскольку Хань Ли не хотел привлекать слишком много внимания к человеческой стороне города, это был подходящий метод. Женщина кивнула и безмолвно ушла. Хань Ли прищурился, пытаясь взглянуть на тонкий силуэт сквозь черный туман. Внезапно он направился к выходу с человеческой стороны. Но когда он прошел мимо первого человеческого прилавка, его взгляд снова неосознанно упал на ветку. Немного помедлив, он подошел к нему. «Не мог бы ты сказать мне о происхождении этого предмета?» Хань Ли подошел к продавцу и потянулся к зеленой ветке. Затем он погладил его пальцем. «Происхождение. Я увидел, как удар небесной молнии поразил духовную древесину. После этого она ожила и превратилась в это. Я ничего не знаю о его происхождении или использовании», — из тумана раздался хриплый голос. Хань Ли несколько раз перевернул ветку и пробормотал: «Небесная молния превратилась в древесину». «Как удивительно!» «Хе-хе, действительно редко», — усмехнулся старик, «однако я не буду скрывать это от тебя. Этот предмет содержит мощную силу молнии. Даже если ты решишь принудительно усовершенствовать его, ты не сможешь использовать его для закаливания инструментов. Я хотел узнать, может, этим заинтересуются демоны, но ты, похоже, тоже заинтересовался этим материалом.